Приют был создан в 2012 году, и сразу нам начали поступать животные прям целыми пометами. Территорию, где мы сейчас находимся, мы взяли в аренду у ВУП «Агрогиска». Нас на тот момент поддержал президент, и мы сюда въехали и начали оборудовать территорию. Ремонтировали крышу. Если мы начинали с 7 собак, которые были на территории, которую мы заняли, то сегодня, говорю, у нас уже больше 600. Это и животные, спасенные от отстрела, и животные, спасенные из аварий, и от людей, которые умерли, либо легли в больницу, либо по каким-то обстоятельствам уехали. И люди звонят от 80 до 100 звонков в день, и в течение дня приходят по разным вопросам. Начиная от того, что делать, если сосед уехал и собака родила у него в доме щенков, заканчивая тем, чем лечить животное. На всю мою жизнь перевернул тот случай, когда ко мне пришли 3 жителей нашего города и сказали, что у них умерла бабушка от инфаркта, она была одинокая. У нее была собачка, которую у нее на глазах убили сотрудники коммунальных служб, спецавтохозяйства. Вначале у нас стреляли из огнестрельного оружия. Потом они решили делать методом отлова. При этом построена была газовая камера. Туда была заведена выхлопная труба, туда скидывались животные под видом отвоза животных в приют на стерилизацию. В итоге их отвозили на биометрическую яму и там выкидывали уже трупы. Естественно, если мы будем идти по пути гуманного, то есть отлов, стерилизации, вакцинации, выпуск обратно на место обитания, мы будем иметь результат. Об ответственном отношении животных, конечно, закона нет. Но есть и другие статьи закона, где предусматривают защиту животных. К примеру, Уголовный кодекс, статья 243 «Жестокое обращение с животными». Нельзя животных, допустим, действовать таким методом, как у нас сейчас действуют коммунальщики, убивают их дитилином. Это попадает под статью 243 Уголовного кодекса. Дитилин, они работают шприцеметом и убивают этих животных. Животные умирают от удушья. Хотя по правилам, в том же положении в городе Бендеры есть правила по регуляции численности бездомных животных. Этих животных должны отлавливать, привозить, передерживать в пункте передержки. Мало ли, животное потерялось, значит, надо об этом сказать, информировать. И животных убивать сразу на месте нельзя. Статья 247 Гражданского кодекса гласит о том, что лица, которые нашли животное потерянное либо не потерянное, они должны сообщить в органы местного самоуправления либо в органы внутренних дел, для того, чтобы хозяин мог найти свое животное. Они об этом не сообщают, и, естественно, очень было много казусов, когда домашних владельческих животных, прям пуфиков, таких баллоночек брали, убивали. Мы обращались неоднократно в прокуратуру о нарушении действий сотрудников милиции. Дело в том, что прокуратура признала незаконными действия сотрудников коммуналдорсервиса при отстреле животных. Они признали, что дитилин – это курароподобный препарат. Я считаю, что каждый гражданин имеет полное право заснять, допустим, и лица эти, и саму машину. Это, кстати, бендерская машина А217АМ, оцинкованный кузов и белая кабина. Там работают в основном 2-3 человека. Это водитель, сам ветеринар Зосимов. Еще, возможно, помощник Гуреев ездит. А в Тирасполе это «Газель», такая в виде маршрутки, коричневого цвета, Т-649.